Пока большинство брендов штампуют городские кроссоверы, гладкие, правильные и слишком прилизанные, Havail будто играет совсем в другую игру. Здесь все по классике. Квадратный кузов, массивные арки, высокий клиренс и внешность, которая намекает, этот автомобиль явно создавали не только для парковки возле торгового центра. Сначала появился обычный Raptor, и уже тогда он выбивался из толпы, но теперь выходит Raptor Plus, почти 5 метров длины, 5 или 7 мест в салоне, и здесь все стало еще интереснее. Потому что, когда начинаешь смотреть характеристики, возникает ощущение, будто кто-то случайно перепутал цифры в пресс-релизе. Суммарно 449 лошадиных сил, брод 580 мм. Лидар на крыше, как у дорогих технологичных кроссоверов. И да, холодильник в подлокотнике. Потому что, почему бы и нет. Но самое интересное даже не это. Havail говорит, что плюс не просто растянутая версия обычного Raptor. Здесь 28 технических доработок, переработанная начинка и вполне серьезная заявка на лидерство среди интеллектуальных гибридных кроссоверов. При этом Raptor Plus не растерял главного – полного привода, экономичного гибрида и того самого квадратного дизайна, за который модель вообще полюбили. А теперь сюда добавили еще больше пространства, технологий и комфорта для дальних поездок. И все это примерно за $25 тысяч. И вот тут возникает главный вопрос. Неужели у этого автомобиля вообще есть слабые места? Так что сегодня посмотрим, чем новый Raptor с приставкой «плюс» к названию отличается от обычного Raptor, что изменилось внутри и снаружи. И действительно ли это один из самых интересных гибридных кроссоверов для выезда с асфальта за свои деньги? Что касается внешности, тут сразу видно. Перед нами настоящий большой Raptor. Угловатый, брутальный и максимально в духе последних моделей бренда. После успеха линейки Tank такой стиль аудитории явно зашел, и Havail продолжает играть именно на этом образе. Тут и прямоугольные фары, и мощные расширители арок с заклепками, и крепкие стальные пороги выглядят так, будто машина готова хоть сейчас свернуть с асфальта и поехать в горы. Но главный акцент спереди – совершенно новая решетка радиатора. Она словно разделена на два уровня. Сверху – серебристая полоска и подсвечивающаяся крупной надписью «Havail», а снизу – огромная черная пасть воздухозаборника. Смотрится агрессивно и современно одновременно. Сзади стильные прямоугольные фонари, запаска на распашной двери – все как любят поклонники настоящих внедорожников. А непрозрачные вставки на задних окнах с необычным рисунком добавляют машине еще больше характера и делают ее заметной в потоке. Из заметных новинок – подножки, которые делают посадку и высадку проще, а также автопилот с лидаром над лобовым стеклом. Интересно, что короткобазные версии пока лидара не получают, так что это преимущество именно длинной версии и, конечно, новый желтый оттенок кузова. Длина нового плюса – 4912 мм, и это уже с запаской на багажной двери. Ширина – 1950, высота зависит от версии 1886 или 1905, а колесная база достигает 2850 мм. Для сравнения, у обычного Raptor и длина, и база короче на 112 мм. Дорожный просвет кроссовера составляет 221 мм, а на нем будут установлены 18 или 19-дюймовые колеса. Снаряженная масса автомобиля варьируется в зависимости от комплектации от 2115 до 2270 килограммов. И самое интересное, как он чувствует себя вне асфальта. У новинки есть электронная блокировка заднего дифференциала и 9 режимов движения. Хочешь – едешь спокойно в экономе, хочешь – включаешь спорт. А для снега, грязи, песка или гравия предусмотрены отдельные настройки, чтобы машина сама подстраивалась под покрытие. А еще есть умный круиз-режим, который сам управляет тягой и тормозами на сложных участках. Ну и вишенка на торте – брод глубиной до 580 мм. То есть лужи и небольшие речки для него вообще не проблема.
Интерьер слегка обновили, но без радикальных перемен, скорее аккуратный апгрейд. Появился новый трехспицевый руль с расширенным набором кнопок, а центральные дефлекторы стали чуть более аккуратными и современными. Главное же, теперь кроссовер доступен как в 5, так и в 7-местной конфигурации, что сразу расширяет его семейные возможности. Внутри большого Раптора это уже знакомый цифровой формат новых кроссоверов. По центру установлен крупный экран мультимедиа на 15,6 дюйма. Для сравнения, у обычного Raptor он меньше – 14,6 дюйма. Дополняют картину 12,3-дюймовая приборка и проекционный дисплей, так что вся информация у водителя буквально перед глазами. Есть и нестандартное решение. Одна из беспроводных зарядок смартфона размещена прямо в карте правой передней двери. Вторая, как обычно, находится на центральной консоли. По комфорту тоже все на уровне. В зависимости от комплектации доступны вентиляция и обогрев всех рядов, а передние кресла получают 8-точечный массаж. Пассажирское сиденье может похвастаться выдвижной подставкой для ног, аудиосистема до 12 динамиков. В 7-местной версии немного проще – 9 динамиков, нет холодильника, зато для задних пассажиров предусмотрены складные столики на спинках кресел. В базе уже есть почти все, что ждешь от современного авто. Панорамная крыша, электропривод багажника, большие экраны и 2 беспроводные зарядки. Плюс проекционный дисплей, двухзонный климат и охлаждаемый, подогреваемый бокс в центральном тоннеле. Есть камеры кругового обзора, видеорегистратор и набор ассистентов, адаптивный круиз, автоторможение и удержание в полосе. Сиденье с подогревом и вентиляцией, спереди еще и с массажем, а у пассажира подставка для ног. Со средней версии добавляется дистанционная парковка, а топовая уже с лидаром, динамиком в подголовнике и столиком в спинке кресла. Багажник в 5-местной версии от 669 до 1691 литра, так что по части практичности здесь тоже полный порядок. Под капотом фирменная гибридная система Hi 4 второго поколения от Great Wall, которую сейчас активно ставят и на модели Tank. Схема простая – 1 бензиновый мотор и 2 электродвигателя, по одному на каждую ось. В итоге получается умный полный привод без кардана с почти мгновенной реакцией. Основа – 1,5-литровый турбомотор на 156 сил и 243 ньютон-метра, который работает в паре с электромоторами через двухступенчатую гибридную трансмиссию DHT. Линейка включает 7 комплектаций – 4 5-местных и 3 7-местных. Стартовая версия примерно за $25 000 выдает 381 силу и 750 ньютон, разгон до сотни 6,2 секунды. Батарея на 22,7 кВт-часа дает около 105 км на электротяге по циклу WLTP. Следующие версии за 26,5 и 28 тысяч уже мощнее, 435 сил, те же 750 ньютон-метра и разгон примерно за 6 секунд. Тут стоит батарея 33,7 кВт-часа, и запас хода на электричестве вырастает до 147 км. 7-местные модификации 27 и 28,5 тысяч долларов тоже с 435 силами, но момент снижен до 660 ньютон, а разгон около 6,3 секунд. На электротяге они проходят примерно 145 километров. Ну и топ-версии с лидаром. 5- или 7-местные версии за 30 300 или 31 тысяча долларов. Здесь уже 449 сил и 660 ньютон, разгон до сотни 5,8 или 5,9 секунды. Максималка у всех ограничена на отметке 190 км в час. Батарея самая крупная – 44,7 кВт-часа, и на электричестве можно проехать до 190 км. В смешанном режиме заявленный расход – чуть больше 6 литров 92-го бензина на 100 км. А общий запас хода с полным баком 55 литров и заряженной батареей около 1000 километров. В итоге Havail Raptor Plus выглядит как тот самый случай, когда городской кроссовер уже звучит слишком скромно. Он спокойно уходит в сторону более серьезной техники, с относительно большим запасом хода на электротяге,
с динамикой, которая не заставляет зевать, и с полным приводом Hi4, который добавляет уверенности там, где асфальт заканчивается. И самое интересное, он не пытается быть монстром бездорожья, но при этом умеет гораздо больше, чем ожидаешь от такого формата. Получается универсальный вариант и на каждый день, и туда, где дорога становится условностью. Вот и все на сегодня. Спасибо, что остаетесь с нами. Если видео понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и делитесь своим мнением в комментариях. Это поможет каналу расти, а нам создавать еще больше интересного контента. Желаем вам интересных путешествий, чтобы ваш автомобиль всегда служил надежно, а дороги будут ровными и безопасными. До скорой встречи на канале.